подошел к краю обрыва и прыгнул в него. Не боюсь, но присутствует определенная сила, определенное ощущение, энергия. Непростая книжка. Да, он замахнулся на амбициозную очень задачу – проиллюстрировать танцем абсолютно все главы произведения. У нас постановка 4 часа. Вот, и это мы максимально ускорили все элементы, все звуковые решения, чтобы успеть все равно рассказать Булгакова. Это все равно его история. Мы сохранили ту последовательность и ту подачу, которая была задумана автором. Он, возможно, даже в чем-то и беспощаден к зрителю, представляя, что не все обязаны быть подготовленными к восприятию. Сергей, он уникальный артист, уникальный танцовщик, и мне кажется, что все артисты, которые находятся здесь, они счастливы принимать участие в его проектах. Это не для лимитированного круга людей, которые театралы и понимают все тонкости, смыслы танца и книжки. Все-таки мы пытаемся охватить более масштабную публику. Вот, но я также не хочу уходить в легкомысленную подачу чего-либо. Это серьезная работа, но также с элементами вау-эффекта, чтобы зрителю это все легко приходило к зрителю внутрь. Эта постановка довольно уникальна. Она является сосредоточением артистов разных жанров, разных стилей, разного бэкграунда. Довольно интересно будет посмотреть, как это все будет реализовано в итоге на сцене. Персонаж очень необычный, очень интересный, и опять же первый раз, и надеюсь, что не последний. Сергея я знаю давно, работала с ним много, танцевала в театрах, и я рада, что он сегодня может показать что-то совершенно новое, совершенно другое, и когда все вместе сочетаются разные направления искусства, мне кажется, может получиться очень интересно. Я даю очень много свободы артистам для создания спектакля. Моя задача — направлять, подсказывать, но я люблю давать такую свободу мышления, свободу создания, и после этого получается что-то уникальное. В спектаклях, подобно этому, танцевальных, максимально деликатно и объемно преподнести танец. Это значит работа с объемом. То есть вся битва, в общем-то, в области света происходит за цветовые схемы и за объем, чтобы люди смотрелись не плоско, чтобы декорации на сцене не смотрелись не плоско. В этом и есть красота, в общем-то, сценического пространства. Мы начали работать в начале марта, и почти каждый день мы выезжали на площадку к ребятам, чтобы прорабатывать, проговаривать образы, обсуждать, смотреть, как они репетируют, потому что это тоже очень сильно влияло на создание каких-то образов. Например, вот здесь вот у нас совершенно современная технология, это использование термопринтинга. Это будет Коровьев, человек-клетка, клетчатый. Это все отрисовывалось, вырезалось и вручную наносилось на изделие, уже готовое на классический пиджак. Очень много любимых моментов, и музыкальных, и танцевальных. Номер, наверное, с Маргаритой, с Еленой, очень сильный в первом акте, и музыкально очень мощный, после чего я вообще влюбился в Эдуарда Артемьева. Я вообще как будто бы проснулся после длительного сна, я ощутил силу искусства.
Мне кажется, что роман очень тяжелый. Тяжело его воплотить на сцене, он очень интересный. И сделать из этого театральное представление или танцевальное представление – это довольно-таки сложная задача. Сергеем я восхищаюсь каждый раз, сидя здесь, в зрительном зале. Он настоящий фантазер, одержимый. Вот что я в нем больше всего люблю. Здесь все на интуиции, и все получалось, как должно было получаться. Как будто бы сама книжка или Булгаков помогал на каждом этапе постановки.